Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду обсуждать космические запросы современных женщин. И мужчинам не просто противостоять этому, а кто-то даже уже и не пытается, и живет соло, радуется жизни и не хочет тратить свое время на это. Я, как принято говорить, буду в этом видео обсуждать какие-то кейсы, да, какие-то случаи из жизни наглядные, и также я скажу, что с этим делать, потому что, на мой взгляд, обязательно и точно нужно что-то с этим делать, потому что это ненормально, да, как в этой фразе: если вам кажется, что что-то не так, значит точно что-то не так. Вот мне кажется, что что-то не так происходит, какая-то вокруг везде фальшь, какая-то подмена понятий. Нам счастье выдают за то, что мы постоянно что-то должны покупать, и от этого мы везде вот эта вот реклама, ты где не зайдешь, ноутбук ты открыл, вот даже для тех, кто не смотрит телевизор, тебе бесконечно везде эта реклама. Ну уж насколько невозможно это просто. Хочется просто сразу закрыть крышку ноутбука и посидеть еще и раз подумать, что происходит. И что делать, да, с этим? С самого начала скажу, как с этим бороться, как переформатировать мозг современной женщины, чтобы вот, не было только потребительского отношения к мужчине. Мне кажется, первое, самое главное, это выключить вот этот вот черный квадрат Малевич, да? Выключить телевизор, выключить пропаганду, которая там происходит, чтобы какая там фальшь происходит в телевизоре. Нам показывают каких-то личностей, на которые мы якобы должны равняться, потому что это публичная, да, как центральная фигура. А я смотрю и понимаю, что за вот какой-то мишурой, которая вот нам показывается, за этим ничего не стоит. И, знаете, мне это очень напоминает, когда я была в Лондоне, вообще в Англии фанаты какого-то дизайна, и там все безумно красиво. Заходишь в магазин, там всякие коробочки, можно там потратить несколько часов, чтобы просто постоять и порассматривать это. Ну, правда, я как девочка просто устоять там не могла и покупала, и потом как раз разочаровывалась, к чему я как раз-то рассказываю. Потому что вот эта вот тема мишуры, да, что внутри пустота. Я открывала эту коробку, там, например, коробочка с печеньем. И вот я открывала и понимала, что это вообще такое обычное печенье, да я сама лучше приготовлю. Вот. И вот все время тебе казалось, что тебя надули. Вот каждый раз я покупала разные какие-то штучки. И каждый раз это ощущение, как будто ты с носом остался, да, ни с чем. Откуда идут эти космические запросы? Все мы знаем, запрещенные сети, естественно, где показывается вот это вот шикарные букеты, и все по списку, понимаете, вот открыть какие-то соцсети, у всех все одно и то же. Показать мне этот машину купил вот такую. Обязательно, естественно же, надо все выложить. А если ты не выкладываешь, то тебя начинают спрашивать: у тебя что, в твоей жизни ничего не происходит вообще, если ты ничего не показываешь? Вот, то есть мы вот до этого дожили. Вот, там, конечно, в ход идут и Cartier коробочки, обязательно, чтобы красиво там все было показано, сфотографировано. Вот, и все остальное. Вот. А другая какая-нибудь сидит, Маша на кухне, на своей, где-нибудь в каком-то очень, там, не знаю, в скромных каких-то условиях. И начинает тыкать своего мужчину и говорит: вот, посмотри, вот это настоящий мужчина, а ты что у меня? Даже это ничего купить мне не можешь. Все, и от этого все идет, понимаете? Потому что Маша смотрит на Лену, а Лена смотрит на Наташу и так далее. Сильная разница от каких-то состоятельных людей до людей, которые просто получают обычную зарплату. И цены образования мы все сами видим. Иногда просто думаешь, откуда вот такие цены. Бывает, как вот недавно, да, там на яйца были. Просто думаешь, ну вот это вообще с ума, что ли, сошли. Поэтому, конечно, не поспевают люди за вот этим ценообразованием. Зарплаты-то не растут, как растут они в магазинах, цены.
Поэтому и что теперь? Вот есть, например, рабочий какой-нибудь, который получает на заводе 60 тысяч. Он хороший парень, он может искренне относиться к девушке, к женщине, которая встретит. Он хочет также любить и быть любимым. И что теперь ему остаться одному? Просто за то, что вот сейчас такие вот пошли женщины, вот. Но тут может быть другая история, он может встретить какую-нибудь тоже девушку, которая его полюбит, и они в складчину, к примеру, будут работать, и она будет тоже работать, ну, как-то, да, какие-то деньги тоже будут зарабатывать. И я тоже знаю такие семьи, где есть семьи, где мужчина, например, считает, что женщина вообще не должна работать, вот, и это другая история. А когда оба равноправных партнера, это, кстати, очень близко вот западной модели семьи, тогда все на равных, тогда нет такого, а ты мне, а я тебе, да, все работают и все понимают, что все вкладываются в это, в общее дело, в отношения или в семью. Тоже интересный момент все-таки, да, почему такие женщины стали требовательные финансово. Например, какой-то случай, который я тут читала на форуме, 18 лет, оба студента. Молодой человек сделал предложение девушке, и девушка сказала, что если ты мне купишь машину, там, примерно за 2 миллиона, да, то я выйду за тебя замуж. И ей мама объясняет, что ты пойми, ну откуда, он такой же студент, как и ты, а откуда у него сейчас столько денег? Ну и она еще объясняла, что хорошо, давай так, девочку там нельзя было никак переубедить, она говорит, давай так, а ты что вот можешь дать, или ты чем можешь, ну тоже как-то вот сказать, что ты в жизни сделала еще пока, да, чтобы такие требования предъявлять. Можно говорить вот то, что женщина, конечно, она в будущем будет мамой, и это такая вот начальный этап такой, да, когда женщина понимает, что сможет мужчина содержать семью уже не только их двоих, а уже там троих, если будет ребенок. Но если говорить, к примеру, про молодую девушку, а откуда у них вот это все заложено? Взять в школе. Как сейчас, да, обстоят дела. То есть, к примеру, раньше была форма у школьников одинаковая, и раньше, в принципе, люди, вот еще до нашего поколения, до моего поколения, да, даже какие-то старые советские фильмы посмотреть, всех обои были одинаковые, заходил в квартиру, вроде как это чужая квартира, она была очень похожа, какая-то бытовая техника была такая же, да, как и у соседа, то есть от того, что мало что было, и вот что-то завозили такое, все какое-то однотипное, одинаковое, я не говорю, что это прям было хорошо, но просто люди себя чувствовали как бы, да, на равных. А сейчас, и школьники, конечно же, а сейчас, начиная со школы, школьник уже себя не чувствует на равных, это уже закладывается с детства, потому что у одного есть iPhone, а у другого нету айфона, и ребенок приходит к маме или к папе и говорит, а вы меня не любите, потому что вот у Васи есть iPhone, а у меня нету. И вот так с самого начала это происходит. И потом ребенок живет с этим сознанием. Поэтому вот это неравенство, и как я тут вот тоже на форуме недавно читала, что девушке, значит, она понравилась какому-то не механику, а ну, как-то типа сантехника, но что-то вот, ну, не прям сантехника, а что-то вот около сантехника. Вот. И она пишет, значит, своей подруге, что, а что делать? И она на форуме писала. Девчонки, типа, подскажите, что делать вообще? Как-то, знаете, я так, ну, сначала подумала, что это как-то даже унизительно общаться с сантехником. Вот. А потом я узнала, что этот сантехник работает в «Газпроме», ну там при «Газпроме», да, и у него зарплата там 250 тысяч. Но я говорю, это не сантехник, это что-то такое там, ну не механик. Вот.
И она такая: а что делать? А я его уже отшила. Может быть, тогда сейчас ему написать? Вот понимаете, вот как быстро, да, все меняется, вот. Или, например, случай, когда девушка вышла замуж за мужчину, а у него там, к примеру, зарплата была, ну, 70 тысяч, да, условно, ну, так вот, да. И время-то поменялось, вот это там сейчас, вот то, что мы дома все сидели, да, период был, сейчас тоже цены поднялись прилично. И она говорит: и все, и наши уже 70 зарплаты не хватает на двоих. И я как-то сначала выходила замуж и понимала, что вроде как ничего, но я так 70 тысяч условно, да, говорю, так среднее. Вот, а сейчас-то уже все, на это жить-то невозможно, и все, и сразу планочка такая тын-тын-тын. Или, например, еще случай, и девушка удачно встретила молодого человека, молодой человек зарабатывал там, к примеру, ну, около 200 тысяч, что-то такое, 250 там тире. Вот, все было супер-пупер, и потом молодого человека увольняют, сокращают, он уходит. И он какое-то время в поиске работы сидит дома и ищет ее. Вот. Девушка в этот момент уходит от него, потому что говорит: все, мне такая история не подходит. Вот. И потом где-то она находит в соцсетях его, что он на лучшей работе, у него зарплата стала больше, то есть, ну, какие-то там, я не знаю, фотографии или где-то, где он там куда-то ездит или какую-то машину новую купил. Все же сейчас выставляется, да, всем же все свои победы, все свои покупки нужно показать всему миру, поэтому это все выставляется, вот, и девушка увидела и сразу давай ему писать, что как дела, я вот соскучилась по тебе, вот. Такая, да, лакмусовая, вот это такие же истории, вот, это просто лакмусовая бумажка, насколько женщина может долго продержаться в этом. И какая была история у моей прям знакомой? Значит, за ней ухаживал ее друг, потому что она относилась именно к ней как к другу, а он, конечно, проявлял вот все свои джентльменские способности, и вообще просто он к ней очень с любовью искренне относился. Она к нему несерьезно относилась, потому что он работал в автоцентре, где чинят машины. Вот, и зарплата у него там, ну, ей не подходила такая, то есть и в принципе и профессия такая ей, ну, работа ей не подходила такая. Вот, и долгое время она так эгоистично, я считаю, потому что по-другому это никак не назовешь, она держала его рядом с собой. Вот, и потом, ну, они долго-долго очень так вот, она как бы дружила с ним, и когда какая-то помощь там с машиной поломка или что-то нужно дома там подкрутить, она сразу там ему, там, Дима, к примеру, да: Дим, слушай, ты не приедешь, а Дима сразу к ней летел. Вот, и она прекрасно этим пользовалась. Ну, в общем, у нее потом какие-то свои отношения были, в отношениях этих было очень много разочарования. Мужчина, который много чего обещал, потом в итоге сел ей на шею и дома стал сидеть и не работать, хотя все сначала было очень перспективно на ее взгляд. Вот, и потом, значит, прошло время, она все с этим вот тянет, как этот чемодан, да, без ручки, вот этого мужчину долгое время. Потом они где-то совершенно случайно встречаются, вот, и Дима этот с такой красивой модельной внешностью девушкой стоит, и она его спрашивает, моя знакомая, как у него дела, и он рассказывает, что вот у него бизнес, он купил квартиру. Ну, так как он не хвастался, а просто так как они, конечно же, он столько лет ей знал ее, то он дружески, раз тут дело было дружеское, он дружески все это рассказывал. Вот. И она потом мне говорит, она говорит: ты представляешь, как я ошиблась в жизни, какую я совершила ошибку. Я говорю: ну вот, понимаешь, твой эгоизм, и вот это вот номер один, найти себе побогаче, получше, а время-то идет, возраст идет женщины, женщине уже, конечно, хочется
как-то определиться. А насчет вот прям совсем такого ярого меркантилизма, это истории, к примеру, вот я сейчас смотрю, девушка там отсылает анкету молодому человеку: заполни. Вот, и там, естественно, где работает, там, в общем, зарплата и сумма и все такое. Еще, значит, интересно, это какие-то коучи тоже, или какие-то тренинги, да, или даже просто в соцсетях какие-то там ВКонтакте можно найти картинки, да. Если мужчина ничего тебе не покупает, значит, это просто не твой человек. Знаете, как еще бороться? Государство должно регулировать такие вещи. Знаете, есть хор в театре, и есть солисты. Вот солист, он стоит, естественно, на первом плане, да, это центральная фигура. А есть люди позади, и это народ обычно в большом количестве, весь народ. И вот чтобы достучаться до всего народа, ну, во-первых, потребуется какое-то время, и, во-вторых, это должно быть то, что будет действовать на всех людей. Количеством женщин я общалась, которые вот нашли себе обеспеченного мужчину. И что вы думаете, все прям поголовно счастливы? Нет, вообще нет. Более того, они вот это вот вкусили, вот эту жизнь с таким человеком. Да? Мужчина уже не рассматривается только, что он должен дать, а мужчина рассматривается как личность, просто чтобы было и интересно, и чтобы чувства главное возникли, потому что в любви-то самое главное — это чувство, а не вот какие-то побрякушки, которые все рекламируют, уповая на то, что все когда-то изменится. Ну, не бывает так, что вот все замерло в одной точке и находится прям вот. Сейчас какие-то события, которые, может быть, поспособствуют тому, чтобы вернулось понятие какой-то нравственности, какой-то правильной. Не то, что нам сейчас хотят доказать, перевернуть тоже все с ног на голову и сказать, что так нужно, а вернуть вот это какое-то доверие к человеку, какую-то вот безвозмездную помощь, чтобы люди, к примеру, выбирали себе по сердцу человека, по любви, а не только из материальной выгоды. Я, как знаете, тот кот Леопольд, который: ребята, давайте жить дружно. Давайте просто чуть больше уделять внимание настоящим чувствам и больше всего настоящего, не фальши, которая окружает сейчас нас везде. Всем спасибо большое за просмотр, за ваши комментарии, отдельное спасибо, очень интересно читать, и увидимся уже в следующем видео. До новых встреч, пока!